Всем привет! Из всех форм неравенства несправедливость в здравоохранении является самой шокирующей и бесчеловечной. Эти слова принадлежат знаменитому американскому борцу против расовой дискриминации Мартину Лютеру Кингу. Он был убит ровно 52 года назад, в 1968, 4 апреля. И вот спустя полвека эта несправедливость вновь обращает на себя внимание, приобретая самые устрашающие формы. Пандемия коронавируса уже унесла десятки тысяч жизней, грозит параличом мировой торговли и обнажает беспомощность большинства государств в борьбе с распространением инфекции. А еще она стала свидетельством того, как социальное расслоение становится одной из главных причин человеческих страданий. Вот только победить эту общественную проблему сложнее, чем справиться с самой суровой эпидемией. Объектом нашего внимания сегодня станет Италия. Эта страна сейчас является одним из лидеров как по числу зараженных коронавирусом, так и по скорости распространения этой болезни среди жителей. Италия – член Евросоюза и принадлежит к числу 6 государств, стоявших у истоков европейской интеграции в середине прошлого века. Как и другие страны Западной Европы, Италия является местом привлечения туристов и мигрантов, а в силу открытых границ распространение эпидемии внутри ЕС стало делом времени. Напрашивается вопрос, а почему именно Италия стала эпицентром распространения пандемии в Западной Европе? Как у любого явления, причин здесь множество, но мы рассмотрим только социально-экономические аспекты. Их анализ показывает, что лучшего места в Старой Европе, чем Италия, коронавирусу было просто не найти. Итальянская республика – один из лидеров Евросоюза по уровню социального расслоения. Разница в доходах между богатейшими и беднейшими гражданами здесь значительно превосходит средние показатели по ЕС и опережает все страны Западной Европы. В 2018 году более 20% населения там жили за чертой бедности. Низкий уровень жизни этой социальной группы выражается, в частности, в неблагоприятных жилищных условиях. У 40% семей с детьми размер жилплощади не дотягивает до социальных стандартов. Это первое место по Западной Европе. 21% домохозяйств в Италии живут в сырых помещениях, что становится причиной распространения болезней дыхательных путей и аллергических реакций. По этому показателю Италия опережает почти все страны Старой Европы и большинство представителей восточной части Евросоюза. Поддерживать комфортную температуру в жилом помещении не могут позволить себе 27% итальянцев. И это в 1,5 раза выше, чем в среднем по Западной Европе. Имея худшие в сравнении с соседями по ЕС жилищные условия, жители Италии больше остальных платят за жилищно-коммунальные услуги, в среднем около 23% дохода. Рука об руку с низким уровнем жизни идут проблемы со здоровьем. По оценке ВОЗ, Италия является европейским лидером по доле детей, страдающих ожирением. А в 2015 году ожидаемая продолжительность жизни итальянцев на фоне затянувшейся стагнации европейской экономики упала сильнее всех стран ЕС, более чем на 7 месяцев. Неравенство в итальянском обществе распространяется, конечно, и на сферу здравоохранения. Проблема эта возникла задолго до распространения коронавируса. Исследователи десятилетиями акцентировали на ней внимание, предупреждая общественность о большой угрозе, которая может проявить себя самым неожиданным образом. По размеру общих расходов на медицину Италия уступает средним показателям по ЕС. Темпы роста таких показателей являются также одними из самых низких в регионе. Однако больший интерес представляет источник такого финансирования. И здесь принципы неолиберализма проявляют себя самым наглядным образом. Они построены на теоретической концепции экономики предложения и предполагают создание максимально благоприятных условий производителю, инвестору, в общем, бизнесу. Методологически такой подход восходит к закону Сея, который мы разбирали в ролике о проблеме перепроизводства. Экономика предложения исходит из того, что экономический рост обеспечивает не спрос на товары, а их предложение, то есть производство. А значит, надо минимизировать налоги на бизнес, обеспечить условия для свободного движения капитала, уменьшить государственный надзор за производством, передать в частные руки собственность правительства. А как в таком случае финансировать социальную политику государства? Никак. Ее нужно урезать, переложив на потребителя. Ну а уж простой человек где-нибудь лишнюю копеечку на собственное здоровье наскребет. Италия также бодро шла по пути неолиберализма, как и другие западные страны. В конце 80-х доля государственных средств в расходах на услуги здравоохранения упала с 81 до 74%. Разница была компенсирована из карманов граждан,
доля которых превысила отметку в 25% в 2018 году. И это самый высокий показатель среди стран Старой Европы. Таким образом, коммерциализация здравоохранения и снижение темпов роста расходов на эту отрасль экономики неразрывно связаны между собой. Высокое социальное неравенство усиливает этот эффект, который на выходе выражается в общем снижении доступности медицинских услуг. Здравоохранение для богатых означает, что сама отрасль начинает сжиматься из-за сокращения числа потенциальных покупателей. Проследить последствия такой политики можно через несколько статистических показателей. Самым популярным из них является количество больничных коек на 1000 человек. В Италии с начала 70-х их стало меньше втрое. Однако стоит отметить, что сокращение количества коек – неоднозначный показатель состояния системы здравоохранения. Трудно понять, происходит ли оно из-за недофинансирования или же благодаря прогрессу технологий, которые позволяют все большее количество заболеваний лечить амбулаторно. При этом совершенно четко можно проследить, как сокращение коек влияет на доступность медицинских услуг в целом. Оптимизация больниц происходила в той или иной степени во всех странах ЕС. Однако в Италии этот процесс сопровождался особенно сильным давлением на доходы домохозяйств, для которых издержки амбулаторного лечения составляют почти половину всех трат на медицину. То есть сокращение количества больничных коек не делает систему более эффективной. А некоторые исследования и вовсе показывают, что домашнее лечение в сухом остатке оказывается более затратным, чем больничное. Но система позволяет перенести эти затраты на карман пациента. А к чему приводит оптимизация больниц и сокращение коек, пандемия коронавируса показала самым наглядным образом. Difficoltà respiratoria. Questa signora qui adesso prenderà direttamente il percorso esterno, l'effetto Covid. Esterno, l'effetto Covid. Проблемы в системе здравоохранения заставляют каждого третьего итальянца, нуждающегося в медицинской помощи, откладывать поход к врачу, а то и вовсе отказываться от него. В числе причин – слишком долгое ожидание приема, большие расстояния до медицинских учреждений, то есть проблемы, традиционно вызываемые оптимизацией больниц и поликлиник, очисткой системы от нерентабельных единиц. А среди беднейшего населения Италии доля таких людей превышает 40%. И это самый высокий показатель в ЕС. А что делают люди, не имеющие возможности получить достойное медицинское обслуживание? Правильно, занимаются самолечением. И это приводит к плачевным последствиям. Попытка поставить себе диагноз и назначить лечение без консультации с врачом является одной из основных причин распространения антибиотикорезистентности, устойчивости возбудителей инфекции к действию антибактериальных препаратов. В Италии эта проблема уносит больше человеческих жизней, чем в других странах ЕС. И по прогнозам 2015 по 2050 год она станет причиной гибели без малого 500 000 человек. Многие из вас уже наверняка подумали с грустной ухмылкой. Посмотрел бы лучше на Россию, как говорится, нам бы их проблемы с медициной. И это, конечно, так, но наш ролик о другом. Пандемия когда-то закончится, они забудут, как и о других ненастьях, случавшихся в человеческой истории. Однако никуда не денется скрытый, но куда более опасный вирус социального неравенства. Современное общество утратило к нему иммунитет, а значит, не за горами тот день, когда человечеству понадобятся методы интенсивной терапии.